привет, давно мы с вами не виделись, давно не было формата интервью. Как вы могли понять, будет на двух каналах, то есть на основном, где у нас кальянная индустрия, и еще где мы знакомимся с разными интересными людьми. Все ссылочки будут внизу. А сегодня у нас в гостях Евгений Цветков, создатель группы, телеграм-канал, точнее, Дрочильня. Это человек, который очень сильно душнит и изучает химию и физику строения кальяна. Так что, привет, дорогой. Привет, Женек. Ну что, расскажи, как твои дела, как твое настроение вообще? Слушай, потихоньку, все отлично. Единственное, что не выспался, но я думаю, это вопрос времени, который я решу уже завтра. Угу. Как ты себя сейчас чувствуешь, то, что вот тебя вытащили на интервью, вот так пообщаться, как говорится, на камеры? Спокойненько. Спокойненько. Это самое главное. Давай немножко самое банально поговорим. Расскажи немножко о себе. Кто ты, чем занимаешься, сколько тебе лет? Слушай, мне 19 лет, я работаю уже 2 года кальянным мастером. Стараюсь в этом развиваться как могу. Вот. Наверное, это все. Вот. Но как так? Коротко, ясно. То есть ты, получается, в 17 лет стал за стойку, правильно? Да, мне в этом плане очень повезло. Я работал не в самом лучшем заведении города, но что я могу сказать точно, что те люди, которые открыли это заведение, открыли мне путь в этот мир, в эту индустрию. Угу. Даже вот так. Забавно. Довольно неплохо, интересно. А что за заведение было? Я просто думаю, можно ли называть с учетом, что там 17 лет. Вот. Это была дымоварня. Угу. Ну, думаю, ничего страшного мы назвали. Думаю, уже поменяли свои правила, много чего поменялось у них, думаю. Конечно, вполне возможно. За это время, что они работают, стало намного лучше. Ребята как и в качестве подросли, вообще выноса чашек, так и саму барку, то есть свои табаки, они намного улучшили, потому что когда мы начинали, там, дай бог, было 80 ароматов. Сейчас там ароматов 150, наверное. Угу. Ну, в общем, если хочется что-то такое свойское, куда просто прийти пообщаться, даже с владельцем, это очень крутая история, так как он сам стоит за стойкой. Угу. Прикольно. Слушай, давай немножко о тебе поговорим. Чем ты занимаешься, кроме кальянной индустрии? Слушай, мы сейчас с моим другом, вот он за кадром сидит, мы хотим сделать закос на фильм. Мы обошли 14 мастеров. Угу. По факту мы проверили комьюнити на сплоченность. Ни один не отказался. То есть и это большой показатель на самом деле. При том, что у нас даже не получилось нескольких мастеров снять. Вот. До сих пор пишут о том, что хотят. Вот. И для нас это очень крутой результат на самом деле. Угу. Классно. Кстати, хочу напомнить, что мы находимся в заведении «Культ», город Ярославль. И сегодня у нас оператор Евгений. Извини, фамилию твою не знаю, так что не бейся. Ссылочки я укажу на заведение и на ЖЭКу внизу в описании под видеороликом. Давно не снимался. В общем, давай продолжим. Как я понимаю, ты решил блогером стать. Слушай, блогер, наверное, это очень сильное название. Просто сама цель в том, что мы хотим сделать то, что не делал никто в кальянной индустрии Ярославля в блогинге. Мы выбиваем одно из самых высоких качеств. То есть даже сейчас на интервью мы настояли на том изначально, что было 3 камеры. Единственный момент, что у нас одна поломалась. Ну куда не без этого, не без косяков, скажем. Скажи, пожалуйста, а ты учишься? Кто ты по образованию вообще? Слушай, с образованием вообще отдельная история получилась, потому что я изначально учился в Заволжском политехническом колледже. Вот, я должен был быть машинистом автокрана. Ого. Но так сложилось, что меня прижала армия ровно за 10 дней до окончания обучения. И было очень опасно вообще появляться в колледже. Я долго думал, как выкрутиться из этой истории. Общался с юристами, многими вообще людьми. Вот. И мне почти каждый сказал, что это будет опасно, потому что на тот момент я уже проворонил сроки. Вот, уже был призыв. И в теории могло получиться так, что я приду, сдам диплом, а он у меня уже был готов. И просто выйду сразу и поеду. Хотя бы на медкомиссию. А мне это было очень опасно, потому что я тогда даже не знал, как буду эту всю историю развивать. По факту я нашел, куда обратиться. Я сижу здесь. В этом плане мне очень, можно сказать, повезло. Но я до сих пор продолжаю
предпринимать попытки как-то все это решать, потому что полностью решить вопрос армии у меня не получилось. Вот. Почему в итоге сложилось так, что я начал кальяны курить? Ну, наверное, это просто так совпало отчасти, что я начал так развиваться, потому что я, придя в заведение, на тот момент старший мастер, он был для меня что-то типа, знаешь, кальянного бога. Чувак, который все знает, но вообще не хотел меня учить. И чтобы получить от него какую-то информацию, нужно было реально постараться. То есть и постараться как будто бы всегда был тот самый слоган, с которым я работал. При том, что я сталкивался с чем, начиная от того, что я слышал, что в этом нет ничего, в этом нельзя ничего добиться, заканчивая с тем, что я знакомился с ребятами, у которых была как минимум хорошая зарплата, как максимум хорошее и крутое имя. Как в Ярославле, так и вне его. Я как понял, у тебя нет такого образования, грубо говоря, у тебя только школа, да? Да, в конце концов, я закончил только школой. Но опять же, этот вопрос на данный момент всегда будет оставаться открытым. Почему? Потому что вот в прошлом летом я работал в заведении одном, и у меня прям этот вопрос стал. Я на полном серьезе стал искать именно те учреждения, которые просят хотя бы среднее специальное. И единственное, что я нашел, это был Ростелеком. Я тебе серьезно говорю. Вот, и меня это, безусловно, успокоило в плане того, что можно как-то развиваться. То есть даже, казалось бы, работа за стойкой кальянным мастером, это моментами дает тебе в других профессиях больше, чем реально образование. Потому что все-таки здесь ты учишься продавать, здесь ты учишься разговаривать. Ты становишься более открытым и более самоуверенным. А это очень важная часть вообще во многих профессиях. Вот, но все-таки как будто бы хочется получить эту галочку, потому что, наверное, каждому говорили родители, что «а ты же не знаешь, что дальше будет». Вот и у меня также, я не знаю, что дальше будет. Может быть, через 10 лет я буду точно так же работать с кальянами, может быть, немножко в другом виде, может на складах, может на управляйке, а может быть, у меня появится свое заведение, я этого не знаю. Но одно я знаю точно, это будет, наверное, долгое время неотъемлемой частью моей жизни. А как родители на это все смотрят? Слушай, отец очень спокойно на это смотрел, в плане того, что он как-то всегда поддерживал любое мое начинание. Маме, конечно, безусловно, не понравилось то, что я начал вообще работать с курением в любом его проявлении. И когда я устроился кальянным мастером, единственное, как я смог ей объяснить, я работаю с табачным сырьем. То есть я ей долгое время не рассказывал, что я сам раскуриваю кальяны, я курю кальяны и вообще этим горю. Вот. Но как-то со временем, с осуждением, безусловно, что мне это не надо, это не работа и все в таком роде, мы все-таки с ней нашли общий компромисс. Как? Я пришел, ей вот так положил деньги и сказал, что мама, я на этом зарабатываю. Но как-то через себя она это приняла. Прикольно. А сами родители не закурили? Батя закурил, батя ходит, курит у меня периодически, но никак не воспринимает это всерьез. Да, то есть это просто небольшое развлечение. Что касается мамы, это вообще мимо, потому что мама у меня курит сигареты, и так как у меня есть вообще общее представление, как эта история вся работает, как вообще курение влияет на организм. Я прекрасно понимаю, что сигареты, айкос, электронные системы нагревания и кальян – это абсолютно разное курение. И чтобы мама там условно пересела сигарет хотя бы на айкос, мало того, что я ей объясню, надо, чтобы она это поняла. Так же, как и в нашей работе мало знать теорию, нужно еще и понимать, как это работает. И самые яркие примеры, в принципе, это мастера, которые по теории мало чего знают, но ты к ним приходишь и куришь круто, куришь с кайфом. Хотя спросишь его, типа, что это за кальян? Он говорит, я не знаю. Но при этом это классно. Вот тут то же самое. Ну, классика жизни, как говорится. Тебя в школе булили. Как у тебя вообще школьные годы прошли? Слушай, по школе было
не могу точно, как будто я не могу точно ответить, булили, не булили, но лучшим в школе я не был. То есть я был достаточно замкнутый. И, наверное, класса до 7-го даже с друзьями было напряжно. Мгм. Потому что я никогда не мог найти общий язык с ними. И даже когда я начал работать, я столкнулся с той историей, что я не понимаю, о чем мне говорить и как мне говорить. Вот, безусловно, работая, ты начинаешь быть более раскрепощенным, как я говорил ранее, и это очень помогает. А потом ты как будто уже, ну, просто само по себе по лайту начинает работать. Вот. Потом, как бы, в 8 классе у меня и мой лучший друг появился уже. Вот. Ну, в будущем лучший друг. И он тоже был неотъемлемой частью того, что я стал более социализированным. Мгм. Вот. Сейчас я тот, кто я есть. Дорогой, вот ты говорил, что был замкнутый. С чем это было связано у тебя? Так опять же, как я говорю, то, что замкнутость была напрямую связана с тем, что я был не социализирован, не было друзей. Все-таки очень важно, очень влияет вообще семья твоя. Вот. Я не скажу, что у меня прям все здорово было, но одно я знаю точно, что у меня не мама, у меня герой. Мгм. Вот. Но, к сожалению, одна мама все не может на себя забрать, потому что и все-таки есть воспитание родственников, а есть воспитание общественное. Ну вот, и когда тебя лишают чего-то одного, оно, безусловно, очень сильно сказывается на тебе и на твоем характере. В моем случае сложилось так, что я очень много собираю на себя внимания. Вот. И так сложилось, что конкретно в работе это очень сильно помогает. Потому что, собирая на себе внимание, ты заинтересовываешь людей. Мгм. Заинтересовываешь людей, больше зарабатываешь. Мгм. Хорошо. Ты считаешь себя медийным человеком? Нет, я не считаю себя медийным человеком ни в коем случае. То есть, безусловно, локальная известность именно как мастера, она у меня есть. Почему? Потому что, ну, по факту, зайдя, наверное, сейчас в любое заведение Ярославля по центру, я могу спокойно подойти к мастеру и пообщаться как с хорошим знакомым. Но если брать именно соцсети, я их по факту никогда не развивал. Даже та же самая дрочильня, которая у меня есть, это просто мои заметки, ничего более. Мгм. Хорошо. Смотри, сейчас самый такой будет жесткий вопрос, который мне многие сказали, у кого я поинтересовался. Все говорят, что ты ЧСВ мразь. Мгм. С чем это может быть связано? Почему так? У меня, наверное, все-таки первый вопрос, кто говорит, что ЧСВ мразь? Ну, Вот. А, Слушай, я тебе, наверное, не отвечу на этот вопрос. Просто не знаю. может, какие-то предположения. Я, бывает, иногда отшучиваюсь вообще на тему кальянов. То есть, но я очень ярко показываю, что я стебусь, что я профессионал. Мгм. Да, потому что всегда есть люди, которые будут сильнее тебя, в разы сильнее тебе. Я прекрасно знаю таких людей, но при этом знаю тех людей, которые намного слабже меня по теории. Я в этом не вижу ничего плохого, потому что пусть ребята развиваются так же, как развиваюсь я. Мгм. Есть ребята, кто посильнее, кто выгорел, есть те, которые развиваются. Это абсолютно нормальная история. Но почему я ЧСВ, я тебе точно не отвечу. Хорошо, давай тогда поговорим немножко о кальянной теме. Смотри, ты, получается, сейчас где работаешь? Заведение Хьюстон? Да, я работаю сейчас в Хьюстоне. Мгм. А с каких заведений ты вообще работал, кроме дымоварни? Слушай, я начинал в дымоварне, ну именно работал, это дымоварня Треффели в Хьюстон. Мгм. Но у меня был период прошлым летом, когда я вообще не мог устроиться ни на одну работу, так как зарекомендовал себя как перебежчик. И это очень большая проблема, потому что это был первый раз, когда я столкнулся, что кальянная индустрия Ярославля — это очень большая деревня, где все друг друга знают, в том числе и владельцы. Вот, и я, получается, как было? Я ушел из Треффеля в Хука Плейс. Там меня не взяли, потому что, как я понял, мне дал Треффелев плохие рекомендации, потому что очень много косячил. Вот. Для меня, конечно, любая переработка начинает сразу сказываться на моем внимании, на моем общении. И я могу вообще на ровном месте затупить. Для меня это вообще очень долгая война была с самим собой. Мгм. После Хука Плейса, если я не ошибаюсь, я пошел в Мятный Джо. В Мятном Джо я простажировался 2 недели, где в итоге мне администратор, на то время это был Александр, сказал:
извини, мы будем открывать новое заведение, но мы не успеваем, ты должен был быть там, мы как начнем его открывать, мы с тобой свяжемся. Я такой, типа, ну окей, без проблем. И в перерыве я пошел в Тобаго ровно на 3 дня. Почему не получилось Тобаго? Потому что мы на тот момент с управляющим вообще не сошлись характерами. Вот. И также, в общем, не воспринимал ни я его серьезно, ни он меня. Для меня это было очень слабое заведение в плане моих амбиций, моего развития. Для него я все-таки был человеком, который просто не входит в концепцию. Вот. После того, как я ушел из Тобаго, я пошел в Нуахуле. Там я проработал месяц, где мне говорили, что это стажировка, где мне говорили, что будет неплохая оплата, но в итоге без подробностей мы с ними не сошлись. Вот. И когда я вышел из Нуахули, я вот так стоял и думал, что мне делать. Если на следующий день мне звонит Виктор. Это вот как раз-таки владелец Мятного Джо, говорит: привет, нам нужен сейчас персонал, приходи пообщаемся. Но я пришел, он говорит: ты сейчас будешь хостесом, параллельно работай кальянным мастером, осваиваться, поработаешь неделю, мы тебя выпустим. Я такой: окей, без проблем. Но важно понимать, что на тот момент я уже разбирался с армией, и нужны были очень деньги. Я платил по 20-ке в месяц, не зарабатывая вообще. И это очень тяжело на самом деле, вытаскивать хоть какие-то деньги, когда все твое основное время уходит на работу, которую тебе не оплачивают. В итоге я пробыл в Мятном Джо 3 дня. И на 3-й день под закрытием мне пишет Хьюстон со словами: выходи к нам на стажировку на пару дней, ты уже все знаешь, просто поработать за стойкой, понять, что, чего, как, и выходи на смену. Я подумал и принял решение, что, наверное, это будет лучшее, что я могу сейчас сделать, потому что очень сильно упиралось все во времени. Вот, ну и как бы сама концепция Хьюстона, вообще подход к ребят, как будто бы мне нравились больше, но против Мятного Джо я ничего не имею, вообще ни капли. И действительно так и получилось. Я пришел, отстажировался 3 дня, посмотрел, что, чего, как, и понял, что это то, что я хочу. Слушай, нехило тебя так помотало, на самом деле. Мне кажется, было тебе даже тяжело, это прям жестко тяжело, это восстановить репутацию. Да, с репутацией тоже очень отдельная история, потому что мало того, что не получалось устроиться в какое-то заведение, так еще и не хватало моментами очень теории, потому что вот сталкивался с такой историей, что когда ты приходишь в более крупное заведение, там находятся ребята более опытные, чем ты, и как минимум они говорят, что я хочу такой-то кальян с таким-то диаметром на такой-то чашке. Я такой: а это что такое, извините? Вот, и так сложилось, что, приходя в каждое заведение, я просто после хука плейса начал учить все их кальяны и чашки. Потому что я на полном серьезе стал считать, что без этого никак, и это действительно правда. Слушай, у тебя прям очень насыщенно. Вот смотри, у тебя были моменты выгорания? Слушай, выгоранием это сложно назвать, наверное, это все-таки больше апатия, но, наверное, и выгорание было. Если говорить о выгорании, то у меня были моменты, когда я просто месяцами сидел и разбирался с каким-то продуктом, например, с Блэкберном. У меня впритык не получалось его забивать, наверное, но месяца 2 не соврать. Вот, Да, я помню эту историю. Да, я писал всем мастерам. Дошло до того, что я через знакомых попросил совета у человека, который напрямую приложил руку вообще к созданию продукта. И каждый из этих людей, что мне помогал разобраться с забивкой, контролем температуры, безусловно, вложил не только вклад конкретно работу с Блэкберном, но и вообще в целом мою работу с кальянами. Прикольно. Очень классно. Слушай, ну все-таки моменты выгорания, да? Как ты с ним борешься и как вообще с этим можно жить? Слушай, если говорить о выгорании, то бороться с этим...
Самая большая проблема в том, что с этим непонятно, как бороться, потому что у каждого человека все-таки... Каждый человек особенный. Да, где для одного борьба с выгоранием достаточно того, что он просто сменит обстановку для себя, а где для второго выгорание так сильно повлияет на него, что он даже не вернется в индустрию. То есть, наверное, все-таки вопрос, до какой степени ты себя довел. В моем случае я просто так сильно себя изматывал теорией, думая, что я постоянно ничего не знаю, думая, что я постоянно должен быть лучше, постоянно себя с кем-то сравнивая, что в один момент я просто сел и подумал о том, что я уже ничего не добьюсь. Вот. Даже были случаи, вот у нас на подработке были собрания, где я прямым текстом говорил, что я не понимаю, почему плохо. В моем случае нашелся человек, который вызывает у меня очень большой авторитет, Сашка Одинцов. Просто в один момент я выношу ему чашку, он пришел ко мне в Хьюстон, я выношу ему чашку, и я говорю, попробуй, скажи, почему не получается. Он пробует кальян и говорит, что это хороший кальян. Ничего в этом нет. Мы с ним немножко поговорили, вообще пообщались между собой по истории. И это был первый раз, что одна из частей выгорания все-таки для меня оказалась то, что я ничего не упрощал, а надо. Вот. Второй раз, наверное, если говорить о выгорании, это было совсем недавно. Я просто переработал. То есть выгорание может напрямую переплетаться с апатией, которая уже, в свою очередь, идет от сильной усталости. Но даже с усталостью ты учишься жить, в плане того, что все работают, все устают. В том числе и от людей, в том числе и от кальянов, в том числе и вообще от всего, что у тебя происходит. То есть не обязательно, чтобы это была чистая индустрия. И в таком случае, когда я просто стал перерабатывать, я всем заявил, что мне нужно время, которое я посвящу себе. И так и сложилось. Я думал, что я получу выходной, я буду бегать, прыгать, веселиться, тратить деньги налево и направо. Первые 3 дня я провел просто в кровати, не шевелясь. Я даже особо не ел, потому что у меня на это не было сил. Далее я уже, конечно, начал выходить из дома и уже общаться с другими людьми. Но сам факт, мне понадобилась неделя для того, чтобы просто ожить. Смотри, я вот тебя слушаю, да, я понимаю то, что, блин, у тебя кальянная жизнь как будто все забирает из твоей жизни, то есть силы забирает, апатию тебя. А ты сам уверен, то, что кальянная индустрия это твое? Слушай, это такой вопрос просто. Ты можешь уметь либо рисовать, либо ты не умеешь рисовать. Либо ты хорошо поешь, либо ты плохо поешь. Это может быть либо твое, либо не твое. В моем случае здесь не нужен талант. Давай будем честны. Но Почему? здесь нужно упорство. Если ты без упорства начинаешь заходить в эту индустрию, то это априори не твое, на мой взгляд. Почему? Да потому что ты заходишь в эту индустрию на год, 1,5-2, ничего в этом не преуспеваешь, никаких знаний не имеешь и просто тратишь в никуда это время. Обратный вариант. Ты заходишь, ты учишь, ты знакомишься и преобладаешь связями, преобладаешь возможностями. Соответственно, больше твоих возможностей, выше твоя зарплата. Потому что это не только работа, но и все-таки кальянный мастер — это образ жизни, стиль жизни. Хорошо, тогда что тебе дала стойка? В первую очередь это знакомство, безусловно. Во-вторых, если говорить конкретно о стойке, то уберем вот эти все моменты, что я попробовал кучу ароматов, познакомился с кучей кальянов. Это общий кругозор, который, когда ты что-то учишь, ты априори его расширяешь. И если там ранее ты, общаясь с людьми, мог просто не понимать, о чем говорить, то на данный момент всегда есть о чем поговорить. Потому что ты, в принципе, становишься максимально раскрепощен. Да, тебя формально стойка меняет как человека. Расскажи про свой телеграм-канал Дрочильня. Для чего ты его создал? И почему он начал набирать очень сильно популярность?
Насчет сильной популярности, наверное, сказать ничего не могу, потому что, ну, что такое популярность в кальянной индустрии? Да, это все-таки узнаваемость не только локальная, но и вне твоего города. А вне моего города я знаю по пальцам мастеров, которые действительно следят за чатом. И все-таки канал изначально создавался не для того, чтобы продвигать меня как личность или вообще что-то продвигать, да, потому что единственный рекламный пост, который был в дрочильне, это наш с тобой стрим. Что насчет самого чата, с чего он начинался, я был в хукаплейсе как раз таки, мне надо было сдать аттестацию, но в силу того, что мне очень тяжело дается любая информация, я не могу ее запомнить, я слушаю, она у меня вылетает из головы, мне нельзя было просто это показать. Я искал для себя тот способ, чтобы я мог что-то запомнить. И в моем случае оказался мой чат. Я завел свою тетрадь, я завел свой чат и параллельно все это выписывал. Если заглянуть сейчас в первые темы, это все-таки просто там будут названия кальянных и перечислено все их чашки и кальяны. Забавно. И табаки. Забавно, слушай, дорогое. А почему название дрочильня все же? Потому что это полное дрочево. Как ты сам вообще, как ты так стал душнилой? И вот извиняюсь, что говорю, то что ты решил окунуться туда. Вот изучать всю эту терминологию, физику, химию. Первый скачок это было как раз таки хукаплейс, потому что, придя к нему, я уже был профессионалом, я все знал, и мне доходчиво объяснили, что я не профессионал, и не знаю я ничего. Дальше я просто развивал то, что мне дал хукаплейс, точнее, ту самую крупицу, что он мне дал, что можно знать. И, наверное, спустя долгое время я выписывал, то есть, какую-то общую информацию, которая мне попадалась, но потом, опять же, я познакомился вот как раз-таки уже с Сашей, и... Ну, это полное дрочево. Все, я так и начал развивать. Я стал задаваться более глубокими вопросами и, соответственно, более глубоко на них отвечать. Все так же пополняя свой чат. Соответственно, со временем какое-то количество людей там начало появляться. Я стал слышать об этом чате в заведениях. Бывало такое, что мне рассказывали о моем же чате со словами «мне надо это посмотреть». Я на полном серьезе тебе говорю. И тогда я понял, что, наверное, стоит все-таки начать расписывать чат не тупо в заметках, а все-таки пытаться рассказать так, преподносить информацию так, как будто бы я уже с кем-то общаюсь. И я поднимал и тупые темы по типу, сколько нужно съесть овощей, чтобы это было равно одной сигарете. Но это просто как будто бы в шутку, да? Заканчивая тем, что я на полном серьезе задавался вопросом, а что реально происходит, когда я поднимаю колодку. Вот, и я реально общался с мастерами, чтобы это выяснить. Я даже разделил это на 2 теории, но опять же, это можно все будет посмотреть в самом чате, если кому-то интересно. Ну, дорогие друзья, ссылочки мы оставим внизу в описании под видеороликом, так что сможете тоже чекнуть, посмотреть, чем занимается Женя. Слушай, Жень, давай так, 3 топ-блогеров, которые ты смотришь в кальянной индустрии. И почему? Хороший вопрос. Ну ладно. Загул Шаров, Джонни Соловьев, Саня Одинцов, Хуках Спирит. Чисто все ярославские, да? Естественно. Хорошо, топ-3 блогера, которые тебе не нравятся и почему? У меня нет блогеров, которые мне не нравятся. У меня есть блогеры, которых я еще просто не видел. Даже так. Хорошо, погнали дальше по топам пройдемся. Топ-5 мастеров города Ярославль. Интересно. 5 я не выявлю, наверное. Ну, давай топ-3 мастера. Топ-3, 4. Ну, безусловно, это Кусмарцев Артем, Андресоль. Одинцова брать не будем, потому что он все-таки управляющий. На мое удивление, я сходил в Туман, и есть один парень, Олег, который меня реально удивил. Ну, ладно, я просто думал, что там прям плохо все будет. То есть ты иногда приходишь в заведение, ничего не говоришь, что присяд, ты уже уверен, что все сейчас будет плохо. И он мне выносит хорошую чашку,
который нормально курится, и мне вот этого уже было достаточно. Но при этом он попал полностью в ароматику и смог обосновать каждое свое действие, что для меня уже является показателем. И, наверное, завершающим будет Андрей из Негаленда. Мгм. Чувак, возможно, не самый подкованный по теории, но как он дает, преподносит свою информацию, сколько за ним стоит информации, в принципе, жизненной, да, он очень крутой как человек, но при этом очень крутой как мастер. Вот так скажем. Хорошо. Топ-5 заведений. Очень субъективно, даже для меня непонятно. То Это есть, чисто твое личное мнение, это все субъективно, слушай, правда. просто субъективно для меня, опять же, пятерки нет. Есть два заведения, которые мне симпатизируют. Безусловно, это Хьюстон, потому что мы как команда с моей коллегой Эвитой, мы очень топим за это заведение. Мы его очень любим, и для нас это все-таки не просто работа, а, как я говорил, стиль жизни. Вот. И, наверное, второе заведение, вот Женей, как раз-таки оператором нашим, мы сходили в Gravity. Покажись на камеру, если хочешь. Не хочешь? Стесняется, Вот. стесняется, наш хороший. Второе заведение, на удивление, оказалось Gravity. То Мгм. есть, в принципе, сейчас просто такие тенденции пошли, что гости сами по себе очень требовательны стали, да, если ты находишься в каком-то подвале с отвратительным обслуживанием, где даже приточка плохо работает, но мастер, возможно, у тебя просто принципом интересный, да, но он не понимает вообще, как это работает, то к нему не пойдут. Мгм. Да, но при этом, если брать заведение в центре города, сейчас, зайдя покурить, ты столкнешься плюс-минус с одним и тем же. Другой вопрос, наверное, все-таки, что это френдли обслуживание, и вообще норм френдли обслуживания нету. Да, поэтому каждое заведение будет максимально индивидуально. Безусловно, тебе точно так же принесут кальян. Спросят все так же, будет ли у тебя хорошо. Посадят на место, которое тебе больше нравится. Дадут кальян, который тебе больше нравится, и чашку, которая тебе больше нравится. Забьют тебе то, что тебе нравится. Но и как это мастер тебе преподнесет, скорее всего, всегда будет отличаться. Не скорее всего, а всегда. Мгм. Вот. Для меня Gravity и Хьюстон. Интересная позиция, слушай, интересно. Смотри, Жень, будь здорова. Здорово. Смотри, Жень, такая история. Ты дрочишь других кальянных мастеров, когда приходишь в другое заведение Нет. курить? Вообще нет. Я это прошел отчасти. Просто ты потом понимаешь, что это тебе не надо вообще. Интересно, может быть, дрочить очень сильных мастеров, но ты их не задрочишь. Да, потому что нет для них такого запроса, который для них невыполним. Максимум, с чем они могут столкнуться, ты попросил Фибоначчи, а у них нет Фибоначчи. Да, они тебе предложат альтернативу. Вот. Если говорить про ароматику, они ее, как правило, пересоберут. Если у них не получается один в один пересобрать, они тебе пересобирают на что-то очень схожее. Возможно, один раз была ситуация, когда я пытался задрочить мастера, но другой вопрос, то, что он располагал таким опытом для меня, что я к нему с конкретной целью пришел, я ему пришел, сел за бар со словами «я хочу научиться». Он сказал: ну давай тогда проверим, что ты знаешь. Мгм. И он меня просто сам задрочил. Мгм. Все. Я понял, что вот это мне надо знать, и я это выучил. Другой вопрос, то, что это были вопросы больше о терминологии. И, к сожалению, наверное, на данный момент большая часть терминологии начинает выпадать из головы. Безусловно, я стараюсь ее поддерживать, поддерживать эти знания, перечитывать свой же чат. Но, опять же, если брать терминологию, здесь, на мой взгляд, важно понимание, чем именно точное описание. Вот так. Мгм. Хорошо. Как ты относишься к перезабивкам? Но если плохое настроение, то пиздец. О! Прилетел мат. Так что что-то будем разыгрывать. Да, да. Если хорошее настроение, то хорошо. Мгм. Ладно, супер. Тогда сейчас еще несколько вопросов, будем мы закругляться, потому что уже почти час снимаем. Смотри, что бы ты себе сказал в детстве, если себя встретил?
Я считаю, что весь путь, который я прошел, он должен оставаться таким же. То Я есть ты бы ничего не ничего не хочешь сказал. менять в жизни? Ни о чем не жалеешь, вообще ни капельки. Изменил ли я свои бы ошибки? Нет. Жалею ли я о них? Да. Мгм. Какая у тебя самая такая жесткая ошибка, сможешь сказать? Нет, я это оставлю при себе. Все, хорошо. Смотри, если тебе сказали то, что тебе осталось жить 3 дня, что бы ты сделал? Не знаю, подсобил бы какую-нибудь девчонку в баре, веселился бы с ней 3 дня, пропивая все свои деньги. У тебя они есть? Задаток всегда есть, подушка. Очень выгодно работать кальянным мастером? Смотря где, смотря какие у тебя условия, смотря что ты хочешь. Мгм. Но если взять обобщенно. Обобщенно, наверное, все-таки нет. Потому что в среднем, если брать очень усредненно, то куча профессий, которая тебе даст намного больше. Если ты понимаешь то, что ты хочешь и на что ты идешь, то, безусловно, это будет выгоднее многих профессий. Мгм. Хорошо. Ты читаешь книги? Нет, я читаю в большинстве своем техничку, которая мне действительно нужна по работе, если мы говорим о кальянах. Почему не читаешь книги? Слушай, я же большинство времени провожу на работе и общаюсь с людьми. Как я и говорил, у меня график. Я почти выходных не вижу. Даже Электронные книги, аудиозаписи. если брать аудиозаписи, то в основном это что-то перед сном, когда я готовлю. И то это, скорее всего, формат подкастов, да, об интересных людях. Джонни Соловьева. Вот, как-то так. Ага, хорошо. Сейчас будет у тебя парочку интересных вопросов. Ты женское белье носил? Нет, Хорошо. Парень целовал? нет. Почему? Батя с детства приучал меня, как сказать так, нейтрально. Очень сильно влияет воспитание, реально. Мгм. И в моем случае гомофобия неотъемлемая часть меня. Хорошо. Что ты выберешь? Пробежаться по центру города голым, либо месяц ходить в одних трусах? Но я всю жизнь хожу в трусах. В одних и тех же. Я их стираю. А если у тебя нет выбора? Значит, мало зарабатываю. Хорошо. С кем бы ты хотел переспать из актрис? Я не думал об этом вопросе. Мне нет в этом интереса никакого. Скучно? В общем, ну что, вот так мы немножко узнали Женю. Есть что передать, что-то сказать от себя еще? Мама, привет. Я тебя люблю очень сильно. Обязательно его маме скинем, пусть посмотрят, чего добился ее сын, кем он стал, куда он идет, растет. Давай немножко фидбэка, как тебе вообще в целом поучаствовать в интервью. Все-таки ты вливаешься все-таки в блог, как бы это ты не отрицал. Ты ведешь свой канал, телеграм-канал Дрочильня. Это все равно медийность идет, уже узнаваемость. И все же, как тебе вот такие съемки, что ты сейчас в интервью участвуешь, что ж ты сам делал, съемки проводил? Для меня съемки именно то, что мы делали, это способ познакомиться. Съемки, в которых участвовал я, это способ рассказать о себе. Это интересный опыт, безусловно, к которому можно и нужно стремиться. Все, супер. Ну, тогда что-нибудь пожелай нашим подписчикам, нашим зрителям. Курите свои кальяны, любите своих женщин. Увидимся, когда выпустим трейлер. Пока. Но я хочу вам сказать, пожелаю вам хорошего дня, настроения, все самое лучшее и хорошие руки вашему кальянному мастеру. Сегодня мы познакомились с Евгением. Все замечательно, все хорошо. Ставьте лайки, пишите комментарии, рассказывайте друзьям. Всех любим, целуем, обнимаем. Всем пока!